Всем привет, народ! А у нас очередной гайковерт от бренда DVTech. Все вы помните, не так давно у меня был обзор от DVTech гайковерта на 800 ньютон, который показал и зарекомендовал себя только с положительной стороны, а именно честными заявлениями. То есть там было 800 ньютон заявление, которое гайковерт и подтвердил. Ну а сегодня на обзоре у нас гайковерт с заявлением в 500 ньютон. Итак, DVTech, бесщеточный двигатель, гайковерт профессиональный, 500 ньютон, 3500 оборотов холостого хода, минимальный нагрев. Отсутствие щеток, функция автостоп, 3 скорости и металлический корпус. Обеспечивает долгий срок службы. Ну и, конечно же, в комплекте 2 аккумулятора по 4 ампер-часа. Опять же, хочу обратить ваше внимание, как продавец заморачивается, ну или производитель, я уж не знаю кто, заморачивается над оформлением, а именно упаковкой товара. То есть вот такая вот классная коробка. Просто супер. Итак, что у нас есть на коробке? На коробке, как всегда, есть QR-код сервисного центра. Если, опять же, кому-нибудь, не дай бог, пригодится, пробуйте сканировать на паузе. Бла-бла-бла, как всегда, да. Ну и с этой стороны у нас опять же характеристики. 500 ньютон, 3500 оборотов, 2600 ударов в минуту. К сожалению, это мы не проверим. Аккумулятор 4 ампер-часа, 21 вольт. Значит, размер шпинделя 1/2 дюйма, реверс есть, подсветка есть, материал корпуса композитный металл, АБС пластик, вес упаковки 4,2 килограмма, кому интересно. Ну и комплектация: гайковерт, 2 батареи, кейс, зарядка, головка и инструкция. Так, открываем, смотрим и наблюдаем, конечно же, вот такой вот классный кейс, как точно такой же кейс был и у болгарки. То есть, опять же, напоминаю, это для того, чтобы пристегнуть 2 таких одинаковых кейса вместе и составить какую-то там этажерку из инструмента. Вот. Кому интересен крепкий ли кейс, смотрите предыдущее видео о болгарке от DVTech. Там я своим весом тестирую данный кейс. Ну а мы поехали. Скрываем, смотрим. И показываю постоянно. Переложено все вспененным полиэтиленом. Опять же видно, как производитель либо продавец заботится о своем товаре, чтобы нигде ничего не стукнулось, не поцарапалось и не побилось, да, при транспортировке. Ну и что? Первым делом нас встречает инструкция. Мы знаем, что у этого продавца все инструкции переведены на русский язык. Вот, гайковерт аккумуляторный DVTech SIF 500. Вот так его зовут. Ну и буквально здесь все у нас на русском. И опять предупреждение. Бах. Бах-бах-бах. Предупреждение здесь. Предупреждение там. Предупреждение тут. Короче, внимание здесь. Все описано, все расписано. То есть можно спокойно, друзья, все это дело сесть и почитать. Ну и опять же вот сервис. Сюда не кладите, так не работайте, с этим не крутите. Короче, наверное, одна из немногих полезных инструкций. Ну что ж, давайте смотреть комплектность. Итак, зарядочку, которую мы уже видели с болгаркой. 2 ампер-часа, литий-ион. Вот такого она дизайна. Очень, кстати, плохо, что не делают на вот этих зарядках крепления, чтобы ее можно было присобачить на стенку. Это было бы классно. В комплекте головка на 21. Хром ванадий. И вот такой вот наборчик для крепления головки к шпинделю гайковерта, чтобы она у нас не слетала. Ну, пользуюсь я этим, можно сказать, вообще не пользуюсь, потому как мне надо постоянно то на 17, то на 21, то та головка, то эта головка. А если крутить целый день, то, конечно же, полезно. Прицепил, она не свалится, и целый день будешь крутить одни гайки. Аккумулятор. Вот так это все дело выглядит. Аккумулятор а-ля Фэнкбао с индикатором заряда. 18,5 вольт, 4 ампера, 74 ватт-часа. Вот такая вот вещица. Многие спросят, а где же второй? Сейчас дойдем, друзья. Достаю гайковерт, кладу на стол и рассказываю про второй аккумулятор. А второй аккумулятор, по вашим просьбам, уже, честно говоря,
Люди много стали писать, почему не разбираешь, не показываешь. Ну, не хочу, ленюсь. Вот от него запчасти. Вот такой вот, друзья, внутри пластик. Пластик, в принципе, добротный, хороший, крепкий. Винтики, шпунтики, пружинка. Вот такой корпус внутри. Ну и видите, черный пластик совмещен с синим пластиком. То есть вот точно с таким, как пластик кейса, да. Что-то немножко напоминает. Немножко светлее. Вот такой аккумулятор. Ну и вот сам, друзья, аккумулятор. Сразу показываю сварку. Сварка такая, я бы не сказал, что она сильно плохая. В принципе, приварена по 4 точки. Приварена отлично. Внутри в аккумуляторах установлены, по-моему, пластиковые или второпластовые изоляторы. Белые кольца. Ну, с этой стороны вот так это была картонка заклеена красиво. Значит, аккумуляторы у нас SJ эти, по-моему, вот. Ну, к сожалению, лучше места нет. Здесь все скрыто. Ну, а здесь вот как-то так тоже. CJ 18650, 2000 мАч, 3,7 вольта. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Так, индикатор зарядки. Ну и вот такая плата. Значит, установлены два шунта по 3 миллиома, 3 мосфетика. То есть для такой четверочки просто шикарная плата. Короче, есть все защиты и также термозащита. Тоже по первяне я ее искал и еле-еле отыскал. Значит, сейчас покажу вам. Во. Так, чем бы это показать таким? Ладно, буду показывать пальцем, так как металлом сюда не лезть нельзя. Вот. NTC. Впаян термометр. Здесь он виден в качестве такой трубочки, которая опускается к аккумуляторам. NTC. Что такое NTC? То есть негативный термометр. Почему негативный? Потому что при повышении температуры сопротивление вот этого вот терморезистора уменьшается. В позитивном термометре все это дело работает наоборот. При увеличении температуры сопротивление, соответственно, увеличивается. А здесь у нас негатив стоит. Вот, в принципе, друзья, и все по аккумулятору. Исполнил вашу мечту. Разобрал, показал. Тестировать, друзья, не буду. Может быть, когда-нибудь на пенсии. Так, теперь смотрим наш гайковерт. Вот такой вот красавчик. Видите, немножко при сборке здесь выдавила маслица даже. А почему его выдавила? Потому что его там, наверное, сильно много. Ну, я так подразумеваю, раз оно здесь даже есть, значит, там его много. Вот такой вот красавчик. Сборка просто шикарная, отличная. Вообще никаких проблем нигде не вижу. Вот рукоятка. Шов, как я всегда говорю, виден, но его абсолютно не слышно руками. Абсолютно не слышно. И мало того, обычно резина вся эта вот у нас гладкая идет, а здесь она, видите, вся в такую вот насечку. И это придает такой уверенности, взяв в руку данный гайковерт. То есть в руке лежит достойно, добротно, надежно. Просто замечательно. Так, ну где же наш аккумуляторчик? Подключаем аккумулятор. Подсветка работает. Реверс, значит, в правые обороты работает, левые работает. Смотрим по скоростям. Давайте на реверсе у нас, значит, давайте с первой скорости. Первая скорость. Поехали, есть. И также скорости мы можем регулировать силой нажатия нашей кнопочки. Вот как-то так. Вторая скорость. И третья скорость. Есть маленькая такая проблема, ну хотя это не проблема, но показать обязан. Очень большой холостой ход кнопки. То есть смотрите, до включения, куда ее и как нажму. Видите? Почти половина хода. Но запас как бы есть, все работает, обороты работают. Но это может быть мои придирки. Так, дальше левые обороты. Сработка механизма автостопа. И
То есть, видите, автостоп у нас подсвечен зеленым светодиодом. Выключаем автостоп, светодиодик пропадает и работать должно на постоянных оборотах. Смотрим, есть ли режим регулировки оборотов усилием нажатия. Все так же есть. Все есть, друзья. А на автостопе интересно, что у нас получится. Нет, на автостопе такого нету. То есть сразу максимальные обороты, сразу стоп при холостых оборотах. Так, все, с этим покончили. Сейчас что мы с вами сделаем? Мы с вами сделаем контрольное взвешивание с аккумулятором. Ага, и вам ничего не видно. 2200, короче, будем считать вес с аккумулятором. Но мы же с вами в холостую-то не работаем, поэтому берем еще комплектную головку на 21 и наблюдаем 2350. В принципе, нормальный, отличный вес. Теперь давайте все это дело взвесим без аккумулятора, кому совсем интересно. 1570 и аккумулятор отдельно 630 грамм. Вот, все выключаем. Все взвесили, все проверили. Значит, друзья, что предлагаю сделать? Предлагаю померить обороты. Для этого будем использовать мою головку на 18, хром-молибден, соответственно, с меточкой. А до этого почитаем этикеточки. Ну, тут SIF 500 DVTech, а здесь у нас обороты от 0 до 1800. Вот тебе номер, дядька помер. Значит, на коробке у нас, вы все помните, было указано 3500, здесь 1800. Ищем истину. Начинаем с первой скорости. Первая скорость включена. Берем наш тахометр и погнали. Включаем тахометр. Поехали. — 1900 оборотов, первая скорость. Измеряем повторно. Как ни крути, 1900 оборотов на первой скорости. Вот по ходу это заявление немножко китайцы промазали и написали обороты первой скорости. Едем дальше. Вторая скорость. Едем. Будем считать 2130. Итак, да, повторное измерение. Как ни крути, 2130. Ну и у нас осталась третья скорость. Поехали. Она должна быть по коробке 3500. Но я думаю, что столько здесь не будет. — 2530. Ну, грубо 2530. Вот. Итак, делаем вывод, что 1900, 2120. Да, это 220-25 оборотов разницы. А между второй скоростью, ну, примерно там около 400. Вот хотелось бы, конечно, больше разбежку, но в принципе во всех как бы устройствах оно так и есть. Так, теперь хочу рассказать вам и проверить сам про память скоростей. Смотрите, у нас включена третья скорость, но давайте мы серединку поставим, вторую. Якобы поработали, якобы сняли аккумулятор. Якобы сняли и якобы разрядили. Теперь включаем и смотрим, что у нас гайковерт заработал на второй скорости. Просто шикарно. Следующий тест. Первая скорость. Поработали, отключили, разрядили, включили. И у нас, друзья, горит первая скорость. Просто шикарно. У нас есть память, и это просто класс. Разбираем. Короче, народ, некоторые меня вы поняли, что? Говорит, что ты, имея столько инструментов, все время крутишь руками. Вот купил биты. Помните мой обзор на Heimerdinger, который я не смог разобрать? Ну вот давайте сейчас этот гайковертик с вами и будем разбирать. Кстати, кто знает эту вот фирму, подскажите, хорошая, нехорошая, потому как мне надо еще купить биты на 150 или 200 миллиметров. Буду вам признателен. Вот сейчас попробуем крутить. Так, пятерочка не подошла. Будем брать шестерочку, ой, четверочку.
четверочка. И крутить буду своей вот этой Makita не Makita, которой уже не знаю сколько. Работает исправно тоже. И все отлично. Правда, эти вот полоски поотрывались, надо их приклеить. Я их пока приложил. Ну что ж, давайте пробовать. Первый пошел. На первой скорости работаем. Второй пошел. Кто писал, что здесь есть фиксатор резьбы, то я вот сидя даже в таких вот очечах, да, его здесь, друзья, просто не вижу. Просто не вижу. Не знаю, может он какой-то прозрачный там, но редко-редко где попадается. Здесь, кроме алюминиевой стружки, вот, никаким фиксаторами не пахнет. Только стружка. Многие разбирают и начинают там фиксаторами эти болты мазать. Зачем? Для чего? Сколько лет работаю, ничего нигде никогда не откручивается. Так, это все открутилось благополучно. Давайте мы тогда и это все открутим. Если здесь болты такие же. Да, такие же. Ну, давайте пробовать, так как я один из этих болтов не смог открутить. Ладно. Вторую скорость. Эй, косой. О, пошел. Пошел прогресс. Так, болты, обращайте внимание, короткие. И здесь длинные. Пошел прогресс. Показываю, что здесь, кроме стружки, вот этой алюминиевой, тоже нифига нету герметика. Ну, не герметика, а фиксатора резьбы. Этот болт. Вот здесь что-то, видите, прозрачное, желтое такое вот. Может быть, что-то и было. Но, честно говоря, я сомневаюсь. Да нам, в принципе, это с вами не важно. Про это мы спорить точно не будем. Во, работает, отлично. А я все время крутил руками. Боялся сорвать резьбу. Так, ну что ж, давайте вскроем эту крышечку. И потом я уже разберу весь корпус, так как мы вот эти две части никак не разделим. А крышка, мы все помним, является у нас... Ага, я даже мотора вытянула сюда наверх. Во как, видите, к этой крышке у нас привернут моторчик. Обычно у нас крышка снималась. А, наверное, вот эта вот часть черная снималась. И она была опорой подшипника. А здесь я силой, как говорится, выдрал. Да, силой выдрал движок. Вот наш ротор. Все работает бесшумно, отлично. Подшипничек, к сожалению, друзья, я вам ну никак его не расскажу, не покажу, не скажу. Единственное, что я могу, конечно же, его измерить. 19 миллиметров. 18,99. Итак, ротор по металлу, кто-то мне там все время просит. 15-18. Ротор целиком померять не могу. Давайте навскидку вот так вот возьмем. Что-то в этом роде. 22,76. И ротор по вот этим вот выступающим частям померяем. У нас получается 25,9, грубо говоря. Вот. Вот такие шлицы, 7 шлицов. И крыльчатка. Так, данный подшипник тоже 19 миллиметров. Так, все. Сейчас я разберу все эти остальные дела. И мы с вами посмотрим. Движок мы уже посмотрели. Если получится, нет, не получится, наверное, промерить проволоку двигателя. Вот в этом месте, возможно, и получится. И давайте попробуем. Вот виточек у нас торчит. Оп, я взял точно за виток. И у нас такая же картина, видите, 0,9 миллиметра, то есть 0,92. Кто-то со мной спорил, что здесь провод не может быть такой толщины. Ну, так оно и есть. Внутри сборочка вот такая.
То есть просто все по красоте. Фрезеровочка, все красиво. Все, разбираю и дальше смотрим. Как же быстро я, друзья, разобрал этот гайковерт. Конечно, приятно, но я все время боюсь пользоваться электрическими отвертками и вот такими, тем более винтовертами. Так, корпус. Корпус. Замечательный, толстый, упругий, четкий. Вопросов по корпусу, я думаю, не будет. Так, ну это вот пластинка выпала у нас с кнопкой переключения и окошками под светодиоды. Ротор, иди отсюда в баню. Так, ну что мы здесь видим? Всю ту же картину. Значит, конденсатор у нас. Так, давайте начнем с контактного башмака а-ля Фэнгбао. Смотрите, башмачок-то у нас подпружинен. И это все сделано для того, чтобы у нас аккумулятор работал. Класс. Первый раз, по-моему, вот я болгарку, я, честно говоря, не заметил. А здесь просто на высоте. Так, контроллер. Давайте буду показывать. Значит, вот такая маркировочка контроллера. Все 25-го года. Отлично, шикарно. Так, давайте-ка мы снимем с этих демпферов. Ты смотри, как... Нифига не понял, как все туго. Опа, у нас сидит все на таких вот резиновых 4 демпферах. Второй. Очень все туго, плотно сделано. То есть, друзья, на высоте. Ну и вот, в принципе, все. По контроллеру я не договорил. Значит, у нас... Так, дайте-ка я прочитаю сам. Да, кондер у нас на 1000 микрофарад, 35 вольт. Что по пайке? Пайка, в принципе, отличная. И на этом как бы усё. Ну и кнопочка, стандартная кнопка с оборотиками. Так, тут мы посмотрели все. Остается вот это вот набалдашник этот. Вот я вам показывал немножко, там расфокус был. Здесь же все у нас классно. Вот смотрите, какое литье, какая фрезеровка. Нет ни пор, ничего. Все буквально сделано качественно и красиво. Ну и что мы там видим? Мы видим, что уже внутри есть смазочка. Остается нам расколоть вот этот конструктор. Ух! Смотрите, сколько набито здесь смазки. Как по мне, так это уже немножко лишнее даже. Но просто замечательно. Смазка желтенькая, красивая, новенькая. Все просто по красоте. Так, а тут я выможу свои лапки. Возьмем отвертку. Наверное, потоньше. И все это дело выгрузим сюда. Здесь смотрите, сколько смазки. Ну, слушай, китайцы молодцы. Просто молодцы. Не жалея, нахреначили сюда смазки. А вот здесь ее так уже точно сильно-сильно, друзья, много. Обалдеть. Просто обалдеть. Классно и респектабельно. А вот внутри, видите, они использовали какую-то уже зеленую смазку. Что мне тоже непонятно. Либо эта желтая смазка от оборотов превратилась в желтую, а была зеленая, либо все-таки я склонен верить, что здесь два вида смазки, зеленая и желтая. Ну, чем-то ведь они думали. Ну, вот такой вот молоточек. Так, конечно же, многие из вас скажут, а взвесь. А как? Вот это вопрос. Так, кое-как весы подсуну, и они не видны. Давайте я так вот поставлю, а то у меня уже места тут на столе нету. Мы это все дело включим. Опа, положим пакетик. Пакетик сделаем. Ой, я взял, выключил. Я хотел тарировать, но выключил. И кладем. 430 грамм. Наш молот с наковальней. Теперь снимаем наковальню, ложим молот. 354 грамма. Снимаем молот.
Ну, с редуктором, соответственно, кладем на ковальню. 78 грамм. Надеюсь, вам там что-то видно, друзья. Ну, вы уж извините, нету совершенно места для всех этих дел. Так, это убираем и взвешиваем вот эту вот часть редуктора. Так, убрали, а у нас вес, да, 0. Взвешиваем эту часть редуктора, 274 грамма. И взвешиваем колокол, 224. Все вместе 498. Вот такие развесовки. И кому уж интересно, давайте я уже тогда собирать буду все сюда. Это мы тоже все дело соберем. Да, обратите внимание, что у нас установлено вот здесь вот резиновое уплотнительное кольцо, что редко встречается в моделях гайковертов. И вот так вот все это дело собирается просто без зазорчика. Ну что, взвешиваем всю металлическую часть. Получаем 930 грамм, почти килограмм. Круто? Круто. Я думаю, все посмотрели. Двигатель уже доставать, честно говоря, неохота. Он тоже будет 50 миллиметров, друзья, диаметром. В принципе, стандартный движок, как и везде. Поэтому на этом мы сегодня остановимся. Собираю и идем тестировать. Так, будем тестировать нашего малыша. Как его? DVTech. DVTech Shift 500. Предлагаю, много не пыжиться, зажать 450 и 500 ньютон. То есть столько, сколько он заявлен. И посмотрим, что у нас получится. Для этого берем динамометрический ключик. Включаем. Так, выбираем память и ищем параметр 450. Надеюсь, тут он, да, есть. Все, на сбросе. Погнали. Головка. Так, еще раз. Видеть я дисплей, наверное, не буду. Может, буду, ну, неважно. Если не буду, значит, объясняю тем, кто, допустим, впервые смотрит. Все это дело определяется на динамометрическом ключе по звуку. Если буду крутить, зажимать, и будет пип-пип-пип-пип, значит, где-то мы подбираемся под заданные 450 ньютон. И как только будет пип, то есть продолжительный непрерывный сигнал, значит, стоп. Поймать трудно на слух. Поэтому всегда идет немножко перетяг. Поехали. В данном случае я прекрасно дисплей вижу. И вы слышите, как подбираюсь я к заданному. Все. И все равно, даже если я видел дисплей, у нас получилось 451,8 ньютона. Извините, будет камера сегодня летать. Показываю все как бы, чтобы не было обмана. Снимаем, едем дальше. Значит, опять выбираем память и ищем 500. Оп, 500 ньютон. Сброс. Почти удалось в нули сбросить. Обычно около 0,6. А здесь вообще по нолям. 500 ньютон. Ну и вот, будем, как говорится, посмотреть, где тут правда, где тут ложь. На что способен данный малыш. Жмем. Есть контакт. 503,3 ньютона. Камера полетела, показала. 503,3.
Камера встала на место. Все это дело снимаем. Извините, перейду. И пробуем на откручивании на постоянном режиме. Поехали. 450 ньютон. Бах, взяло. 500 ньютон. Бах, взяло. Значит, предлагаю. Давайте рубанем на 600 ньютон. И посмотрим на 600. Что-то он сильно так не особо, друзья, напряжно все это дело взял. Давайте посмотрим, сколько он возьмет, если он немножко поднапряжется. Так, сброс. Ага, сброс нам не надо. Так, ищем 600 ньютон. Сброс. Есть. Погнали. Собираю набор рычагов, вернее, рычаг из набора удлинителей. И едем 600 ньютон. Есть контакт. 601,4 ньютона. Камера полетела. Полетела, прилетела, показала. 601,4. Есть контакт. Попробуем. Попробуем, конечно же. Что-то 500 он совсем налегке. Итак, все те же, все там же. 600 ньютон. Поехали. Шикардос, шикардос, шикардос. Давайте тогда 650. Была, не была. Так. Смотрим, что мы смотрим. 600 ньютон. Так, память. И погнали бомбить до 650. Что ты остановилась-то? Есть. В память и сброс. Так, дайте я возьму, наверное, за корпус. И так. И сброс. Все равно 0,9. Ну, 0,9 ньютона. Ключ на очень большие показатели рассчитан, поэтому в ноль его очень трудно сбросить. Чик-чик-чирик. — 650 ньютон. Непонятки. Непонятки, друзья. Поехали. Вот это, да. Ух ты, пережал. Пережал. 656,7 ньютона. Камера полетела, прилетела, показала. 656,7. Камера улетела на место. Ну, а мы с вами... Извините, что я тоже тут летаю перед камерой, просто тут неудобно. Ну, а мы с вами пробуем и смотрим, за какое время открутит, если вообще, конечно, открутит. Поехали. Постучал, конечно, долго, но, друзья, он это сделал. Я не знаю. Это, наверное, вот ДВТ, хотите, думаете, что я тут рекламирую, хвалю, но я реально хочу похвалить, так как, наверное, один из единственных продавцов, который делает
характеристики, наверное, в минус возможностям инструмента. А вы прикиньте, если сюда вместо этого аккумулятора поставить побольше аккумулятор, это будет, наверное, пушка, наверное, ньютон 700-750 этот малыш сможет взять. Так вот, на основании всего увиденного хочу показать вам следующее, что данный малыш практически равен вот этому Хеймердингеру, всеми любимому и хваленому, и мне он тоже нравится, конечно, я им работаю уже, сколько уже, наверное, 5 лет или около 5 лет. И смотрите на габариты. То есть вот этот малыш равен вот этому. Не малышу далеко, хотя тоже маленький. Еще разок. Вот такие вот, как говорится, дела, друзья. А сейчас мы с вами попробуем, сколько же наш этот малыш, DVT, как его, еще забываю, Shift 500, вот написана модель, сможет на каждой скорости зажать. Поехали. Для начала я переверну тиски, наверное. Оп. Сделаем вот так, мы это все дело следующим образом. Все хочу снять одним кадром, чтобы не было разговоров, что я здесь что-то намонтировал, перемонтировал и так далее и тому подобное. Но поскольку мы немножко поиздевались над данным аккумулятором, хотя он, видите, полностью вся шкала на месте, мы с вами возьмем вот этот вот аккумуляторчик свежезаряженный и будем экспериментировать на нем. Значит, все время мы с вами делали первая, вторая и третья скорости. И мое мнение такое, что мы немножко теряли заряд аккумулятора, и на третьей скорости уже как бы наш гайковерт зажимал слабее, чем он может. Поэтому сегодня сделаем 3, 2, 1. Пойдем на уменьшение. Я думаю, все согласны. Одеваем головку, 32, хром-молибден, все дела. Включаем, друзья, третью скорость. У нас сейчас третья скорость. Ну и маслаем 10 секунд. Поехали. Переключаем вторую скорость. И все тех же 10 секунд. Поехали. И осталась у нас первая скорость. Надеюсь, вам там что-то как-то видно. И все тех же 10 секунд. Готово. Ну а теперь сбрасываем наш ключик. Так, я только единственное, наверное, задам значение больше, чтобы оно не пикало. Ну вот 850 ньютон мы поставим и сброс. Еще разок сброс, минус 0,1, почти нули, вообще шикарно. И будем пробовать, начиная, так сказать, с первой скорости откручивать. Так, все у нас на базе, все у нас на месте. Раз рычаг и два рычага. Итого 3 рычага. Порядка 2 метров, плюс-минус, там, наверное, 10 сантиметров. Очень длинным рычагом этим тяну, чтобы было все очень-очень плавненько. Итак, первая скорость. Камера полетела. Да куда ж ты не долетаешь? Смотрим. 411 ньютон и 7 десятых. Вот тебе и здравствуйте. На первой скорости 400 ньютон. Так. Убираем рычаги. Снимаю. Друзья, за каждым разом я буду калибровать нашу головку, то есть наш ключик. Вот 0,3 сейчас.
Вторая скорость в ходу. Так, все поставили, все красиво. Удлинители набрасываем. Ну что ж, тянем, потянем. Пошла, камера полетела. Блин, не влажу. Прилетела, показала. 437,9. Видите, разница совершенно небольшая между первой и второй скоростью. Мы, в принципе, с вами по оборотам это и мерили. А вот между второй и третьей уже будет разница немножко побольше. Ну, мы с вами проверим, конечно же. Опять вам показываю, что делаю сброс показаний. Вот, 0,6 ньютона. Поставили, поставили, поставили. Ух ты, неудобно как. Ага, и не могу. Тяну, 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 тяну. Ой, ты, ё-моё, ужасно. И смотрите значение. Вот это жесть. Вот это, друзья, жесть. Так, как же вам показать-то, ё-моё. Еще засветы, пересветы. Короче, вот так. Кверху дрыгом. 696, короче, 700 ньютон. Этот ключик смог зажать. Верится мне это все дело, конечно же, с трудом. А посему мы с вами сделаем перетест. Перетест. Для начала открутим гаечку. Видите, сколько он еще постучал, чтобы даже это открутить. И теперь обратно зажимать будем. Ну, еще разок. 10 секунд на, ага, видите, на третьей скорости. Погнали. 10 секунд. Вуаля! Это есть. Где моя подставочка? Подставочка есть. И давайте опять я вам покажу, что я делаю. Сброс ключа. Показал, называется. Давайте еще раз нажму. Сброс ключа. Так. Что-то тут совсем не так. Я немножко его наклоню, потому что мне очень неудобно. Я на нем вишу и не отжимаю. И получился в прошлый раз резкий срыв. А если давить медленней, возможно, будет еще и больше или меньше. Ну что, поехали. Или давайте я пока что я немножко уже нажал. А вам, наверное, все равно тут ничего-то не даст. А если я сделаю вот так, ну, что-то будет видно. Поехали. Давлю как можно плавнее. 570, 80, 620, 30, 40. 650 ньютон. Вам отлично, в принципе, видно. 651,1 ньютон. Вот, друзья, короче, дело к ночи. Дайте-ка я, наверное, подниму камеру. Вот так. Влезу сам в кадр, если я влезу, конечно. Я надеюсь, я влезу. Значит, вот такие вот у нас получились с вами показатели. Кто-то скажет, выбрось свой ключ, да? Ну, тому я скажу, честно говоря, выбрось свою голову. Ключу я этому верю, хоть он и не поверен. Но хранится всегда адекватно и в коробочке. И даже не на морозе, не в холоде. Вот, сразу после теста делается такая процедура. Все закрывается. Кто меня знает, знает мое отношение к инструменту, к разным измерительным приборам и ко всему прочему. Поэтому
Делаем вывод, друзья, что данный агрегат меня в очередной раз удивил. То есть бренд DVTech держит марку. Честный инструмент. С честными, заниженными даже, я бы сказал, заявленными характеристиками. Почему они так делают, непонятно. А делается это, походу, только себе в минус. Извиняюсь. Вот поэтому производитель-продавец пересмотреть заявление. Если кто-то что-то где-то знает, что он того не стоит, пишите комментарии. Хотя я вам все, друзья, показал. Показал снаружи, внутри. И то, что он может вот на таком вот, конечно же, самодельном стенде, но с цифровым динамометрическим ключом до 1000 ньютон. И да, друзья, покупаете вы ключики. Вот такие вот, да, гайковертики. Не затягивайте ими никогда свои колесные болты и гайки. Почему? На первой скорости, вы сами видели, 400 ньютон. А положено 100-150 в зависимости от автомобиля. Даже 80-150 в зависимости от автомобиля. Вот. А большинство наших людей русских, да, вот как у меня был пример, выбросьте свой динамометрический ключ, дай мне лом, и я буду зажимать головку в машине Volvo. Ну, пстрык и болта нету. Вот тебе и выбрось ключ. Поэтому человек покупает данную вещь, все берет, откручивает там колеса, проверяет свои, да, он, конечно же, берет эти колеса, если они там с умом зажаты, все работает, снимает там, переобувает или что-то ремонтирует. Потом что берет простой человек? Ставит колесо на место, и у нас весь открученный, на откручивание стояла 3-я скорость. Он на этой 3-й скорости бомбит все эти гаечки. Ну еще, знаете, чуть-чуть подержу, вот чтобы было надежней. И потом человек выезжает где-то на трассу. Болты что у нас? Могут просто разорваться, и человек останется там на скорости, допустим, 120 без колеса. Или пробили колесо, и ничем в жизни вы уже в дороге это колесо не открутите. Будете слезы вытирать, но не открутите. Даже возможно, что данный сам гайковерт эти болты уже не возьмет, так как пройдет какое-то количество времени, коррозия, шмозия и т.д. и т.п. дадут свое. Поэтому на тех 650 ньютон накладываем еще ньютон там 400. Коррозия, притирка, затирка. Ну, я надеюсь, вы все поняли. Все, не буду я затягивать этот видос. Все предупреждения вы получили. Аппарат просто вот такой вот зачетный. Значит, я еще отдельно, наверное, сниму вертикальное видео на видеоотзыв для магазина, вот для DVTech выложу. Что 800, что этот 500, меня просто поразили. Батарейку сюда еще такую помощнее, как у меня есть ТПЦЛ а-ля 12 ампер. Я думаю, 800 он возьмет тоже. То есть видна и ощущается мощность. Все, народ. Всем здоровья, удачи. Пока. Спасибо за внимание.